Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале «Астрология доступна каждому». Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами продолжение темы разбор гороскопов подписчиков. Если вы хотите, чтобы ваш гороскоп попал в эту тему, то в описании, в комментариях к этому видео закреплена ссылка на опросник, куда можно внести свои данные. Но будьте внимательны, читайте внимательно то, что там написано, корректно задавайте вопросы, потому что часть вопросов я не рассмотрю из-за того, что в самом вопросе содержится огромное количество запросов, как на полноценную консультацию. Все-таки изначально планировалось, что я буду разбирать один конкретный вопрос. Плюс внимательно всегда заполняйте данные вашего рождения. И если у меня все будет хорошо с этой рубрикой, то есть если она будет популярна, то я буду регулярно разбирать гороскопы из этого файла, отвечать на ваши вопросы. Сегодня у нас гороскоп человека, который эмигрировал ровно год назад и задается вопросом, получится ли закрепиться в эмиграции, остаться в эмиграции, либо придется уезжать домой. Для того, чтобы качественно ответить на этот вопрос, нам сначала нужно понять вообще, насколько сейчас, какая сейчас ситуация. Я не задавала лишних вопросов дополнительных, но я предполагаю по гороскопу, что сейчас происходит и что может происходить по документам. Значит, идет большой период Юпитера. Юпитер, Марс у нас уже вот настал в марте 2026 года. Те, кто давно на моем канале, и те, кто следил за эфиром, был такой эфир «Беженцы и беглецы», знает уже, наверное, либо хотя бы слышал о том, какая у нас формула присутствует в гороскопе тех, кто уезжал не по своей воле, тех, кто уезжал и, возможно, не было возможности получить какие-то документы, которые дают право долгосрочного проживания. То есть это люди, допустим, очень много людей из Украины, и, в принципе, из других стран тоже есть, которые как бы такие, как беженцы, беглецы, люди, которые находятся на временной защите, то есть на временном статусе, на международной защите и так далее. Как это очень часто отображается в гороскопе? Очень часто это отображается в гороскопе как связь 8 и 11 дома гороскопа. Я об этом уже говорила в прямом эфире про беженцев и беглецов. И здесь я увидела по запросу, то есть идет период Юпитер-Марс, в Юпитер Луна человек, получается, переехал. Как я вижу это отображено в гороскопе. Посмотрите, управитель 8 дома гороскопа находится в 11, хозяин Махадаши, который как раз-таки и формирует эту самую комбинацию, связь 8 и 11 дома гороскопа. И Юпитер, Луна. Луна у нас как раз-таки находится под аспектом управителя 8 и 11 домов гороскопа. И Луна управляет третьим домом, домом документов. То есть я предполагаю, что этот человек уехал в эмиграцию, но находится в каком-то временном статусе. Я могу быть, конечно, не права, но этот вывод я делаю, исходя из гороскопа и того, что обещает гороскоп. Почему Юпитер дал эмиграцию и поспособствовал переезду? Юпитер у нас матрикарика, показатель недвижимости, транспорта, поездок и переездов. Юпитер, как хозяин 8 дома гороскопа, аспектирует 4 дом гороскопа, управителя, вернее, 4 дома гороскопа, Солнце. То есть Юпитер указывает на какой-то кризис, связанный с местом проживания и кризисное оставление места жительства. Ну и Юпитер получает аспект от управителя третьего дома гороскопа. Тоже, в принципе, третий дом — это короткие поездки, документы. Плюс есть связь с 10 домом гороскопа и с 9 домом гороскопа. 9 дом у нас за границей. Немаловажно то, что Юпитер находится с Раху. Поэтому, в принципе, Раху может драконить и давать желание поселиться за границей. Это один из таких маленьких намеков на то, что может быть недвижимость за границей по соединению Юпитера и Раху. Как бы такая маленькая зарубка на том, что в целом есть склонность у человека проживать за границей. Если мы посмотрим гороскоп дополнительный на Вамша, Юпитер у нас
управляет 10-м домом гороскопа, находится в 9-м доме гороскопа, но Юпитер у нас еще соединен с управителем 4-го дома места жительства и в 9-м доме гороскопа это все дело происходит, тоже дает нам намек на то, что человек может отправиться за границу. Но про документы нам здесь Юпитер ничего особенного не проясняет, хотя он дает какой-то статус за границей и обращение в государственные органы за границей. Дополнительный гороскоп, который нам очень-очень важен, это карта Чатуртхамша, карта поездок, переездов, карта недвижимости и всего, что с этим связано. Что мы видим в этой карте? Мы видим, что Юпитер стоит во 2-м доме гороскопа. Юпитер аспектирует 8-й дом гороскопа, и это указание на то, что переезд может быть в том числе кризисным. Почему еще кризисным? Потому что в 8-м доме гороскопа у нас находится Луна, то есть человек переезжал под период Луны, находящийся в 8-м доме гороскопа. Может быть, переезд был и мягким, но, например, срочным, либо, может быть, переезд был мягким, но психологически человеку было сложно переезжать или еще какие-то вопросы, потому что Луна — это показатель психики. Юпитер аспектирует 10-й дом гороскопа, в котором у нас находится Сатурн, управитель 3-го дома документов, Солнце, Меркурий. В принципе, Юпитер нам здесь точно так же намекает на то, что может быть защита временная из-за того, что Юпитер аспектирует управителя 8-го и 11-го дома гороскопа. Но, кроме этого, Юпитер управителя 3-го дома гороскопа аспектирует, что в целом может уже давать в конце, допустим, периода или в какой-то момент этого периода возможность заняться документами, дающие право на полноценную легализацию. Но меня интересует то, что в целом с 20 июля 2029 года начинается большая Махадаша Сатурна. Большая Махадаша Сатурна, который в карте D4, в карте, отвечающей за место жительства, является управителем 3-го дома гороскопа и находится в 10-м доме гороскопа. То есть Сатурн напрямую дает указания на получение легальных документов, документов на легальное проживание. И эта большая Махадаша Сатурна, безусловно, находящегося в 10-м доме гороскопа, вероятнее всего дает проживание за границей. Почему? Потому что 10-й дом — это дом других государств, официального статуса, в том числе в других государствах. И это дает основание, ну, помимо того, что Сатурн еще в целом в этом гороскопе, в основном гороскопе управляет 9-м домом за границей, в том числе и 10-м домом статуса. То есть Сатурн уже нам намекает на то, что проживание за границей может быть всю эту большую Махадашу, либо такое укоренение за границей в эту большую Махадашу. Плюс Сатурн получает аспект от Раху, плюс Сатурн получает аспект от Юпитера. Точно так же Раху — это иностранец. То есть в целом Махадаша Сатурна предполагает, что человек укоренится за границей, что человек будет за границей определяться и получать документы, гражданство, скорее всего, в эту большую Махадашу. Ну и плюс Сатурн находится с Меркурием, который отвечает за документы. То есть Махадаша Сатурна, она предполагает точно так же оформление каких-то документов, которые могут быть связаны со статусом. Если мы посмотрим карту Навамша, то в Навамше Сатурн стоит в 10-м доме гороскопа вместе с управителем 3-го дома Солнцем. То есть Махадаша Сатурна предполагает получение какого-то официального статуса. Здесь как бы такой мелкий намек — это то, что Сатурн находится в рыбах, но по Сатурну, конечно, получение статуса, получение документов может быть с такой пробуксовкой и очень большое количество бюрократических вопросов. То есть Сатурн может давать много бюрократии. Если мы посмотрим даже в дальнейшем на развитие текущей ситуации, сейчас Сатурн идет по 11-му дому гороскопа в транзите, и в следующий транзит Сатурна, там с конца 2028 года, практически Сатурн зайдет в 12-й дом гороскопа и будет аспектировать 9-й дом гороскопа.
Сатурн будет создавать ограничения по поездкам и перемещениям, когда человек дожидается, допустим, какого-то статуса, то есть может быть закрыт выезд, временно может быть какая-то поездки только по необходимости, при этом Сатурн будет аспектировать девятый дом, официальные власти, документов и будет создавать большое количество замороченности вот этой вот и оформления документов. Также в конце 2026 года, то есть в этом году в ноябре, Раху зайдет у нас в третий дом документов, Кету зайдет в девятый дом иностранных государств, государственных органов. И поэтому какая-то цепочка будет запущена на то, чтобы оформлять документы, заниматься вот такими вещами. А потом Сатурн у нас зайдет, примерно через 2,5 года в первый дом гороскопа, будет аспектировать десятый дом гороскопа, будет аспектировать еще третий дом гороскопа, будет менять статус человека. Поэтому, в принципе, человек может, задержаться в эмиграции, зацепиться за иммиграцию и остаться там. И с этой точки зрения период Скорпиона, наверное, не очень будет говорящим, потому что период Скорпиона будет заканчиваться к тому моменту, когда сложатся благоприятные периоды на получение уже официального статуса. А вот следующий период Весов, который будет у нас после 2030 года, он скорее говорит о том, что человек получит уже документы, и в этот большой период у него будет с легализацией все в порядке. У нас об этом говорит управитель первого дома гороскопа в третьем, Венера, Бхатри Карака, показатель документов, Рудха Лагна, новый статус в десятом доме гороскопа. Статус здесь поменяется. И что немаловажно, что даже эти Махадаши, периоды по Вимшотари Даша и периоды по Чара Даша намекают на то, что человек даже, скорее всего, будет покупать недвижимость за границей. Ну, то есть в целом ответ такой, что, скорее всего, вы за границей сможете остаться, сможете там закрепиться, но, может быть, вот с большими бюрократическими сложностями, но, в принципе, все возможно. На этом разбор гороскопа завершен. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос. И если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, писать комментарии и до новых встреч. Пока-пока.